Давно не было видосов на интересные темы, и сегодня мы разберем одну из них. Вам, наверное, уже становится очевидным тот факт, что OSU стала довольно-таки популярной игрой. Комьюнити постоянно растет, различные турниры и ивенты по OSU собирают с каждым годом все больше зрителей и участников. А также упоминание об OSU от различных популярных людей уже не редкость. Да, OSU популярна. Естественно, с этой популярности можно что-то получить. К примеру, стать контент-мейкером, или же стать профессиональным игроком, как WhiteCat, и получить лояльную и доброжелательную аудиторию. Ну а что, допустим, если стать маппером и предлагать свои платные услуги игрокам, которые хотят зафармить что-то, или же просто поиграть карту под любимый сонг, или же пойти дальше и предлагать свои услуги артистам, сделать карту под их сонг, ранкнуть и пропиарить этот сонг на 1000 человек. И в этом видео мы расскажем вам о том, как работает покупка карт в OSU, как на этом зарабатывает организация русских мапперов и как ее организатор Дэнди столкнулся с общественным порицанием. Разберемся в проблематике, проведем метаанализ и оставим вам вынести свое мнение. И, конечно же, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал с колокольчиком. Это очень сильно продвигает контент. Приятного вам просмотра! Для того, чтобы разобраться в сегодняшней теме, давайте вспомним, с чего начинался маппинг в OSU. Когда OSU только вышла на свет, первые официальные карты в игре были сделаны самим создателем игры, а именно Пеппи. Вскоре другие первопроходцы присоединились к искусству и стали заливать свои карты. Однако Пеппи все еще решал, какие карты будут добавлены в официальную коллекцию. Впоследствии маппинг в OSU стал, по моему скудному мнению, самым активным рынком в истории игровой индустрии по потреблению контента, созданного самими игроками. Не по коммерциализации или по количеству активных игроков, а по сложности правил и процессов от создания карты до ее появления в ранкинг секции. Чтобы оценить весь масштаб катастрофы, вам поможет знание процесса ранкинга, о котором вы можете узнать по ссылке в описании. Если же из вашей практики есть что-то посложнее, можете написать об этом в комментариях. Интересно будет почитать. Знаменательно то, что маппинг — это не рынок покупки, продажи игровых вещей, а безвозмездный труд, эквивалентный сотням человека часов, который суммарно уходит на создание карты, тест, моддинг, проверку, коррекции и ранкинг процесс. У меня уже от простых слов просто голова пухнет. И ни один из этих этапов не монетизирован, по крайней мере официально. Очевидно, что везде, где есть рынок с какими-то правилами, существует также и черный рынок, призванный эти правила обходить. В данном случае ошибочно считать, что рынок обязательно подразумевает деньги. Рынок в широком понимании — это совокупность процессов купли-продажи, в том числе и времени. Секрет успеха и мотивации некоммерческого рынка маппинга в OSU в том, что потребление контента происходит не только для собственного эстетического самоудовлетворения или похвастаться перед друзьями, как это можно сделать со скором, а заключается именно в том, что для большинства мапперов самое большое наслаждение — это когда его карта становится платформой для соревнований игроков. Видеть свою карту на Reddit или на стримах достаточно приятно. Чего стоит только гонка по скорам на марафоне от Ренат от Blue Dragon. От совокупности этих факторов маппинг получается довольно-таки мотивирующим, несмотря на существующее выгорание мапперов, когда они просто уходят из игры. Давайте поговорим немного о цифрах распространения ранкнутых карт. На сайте можно увидеть количество плеев на карте. И видно, что любая ранкнутая карта гарантированно получает 1000 плеев на ней в самый первый день. За пару лет карты набирают сотни тысяч или даже миллионы игр. В том числе на каждую карту приходят задроты, которые ставят своей целью фармить очки ранкед скора или количество скоров в топ-50. Поэтому даже самые короткие, неприметные и легкие карты для кого-то это борьба за free real estate. А если на вашей карте удачный сонг или БГшка, или не дай бог она дает много ПП, в таком случае ваша карта станет ареной игроков со всего мира и продолжит ею быть и после вашей смерти. Карта High Score от Panda Ice сделана Фортом 5 лет назад, имеет 38 миллионов игр. Я уверен, что ее играл буквально каждый игрок из топ-1000. Именно эта карта внесла наибольший вклад в популярность Форта. Прикиньте себе в голове, что каждую неделю ранкается где-то 5 карт. В игре 15 тысяч постоянного онлайна и более 10 миллионов активных игроков. Соответственно, внимание к каждой карте немерено, поэтому это такая хайповая тема. Я думаю, будет проще провести аналогию с ютубом. Если вы неизвестный маппер и просто выложите карту в сеть, она соберет до 10 плеев и пару лайков. Похоже.
Но если вы потратите время на улучшение карты и ее продвижение, не вложив ни копейки, вашу карту сыграют 1000 раз. Гарантированно. С другой стороны, ваше авторство никто может и не запомнить, если карта не отличалась своей уникальностью или не стала супер популярной. Такая самореализация понравилась многим людям в ОСУ, и конкуренция за вывод своей карты в ранг привела к развитию различных комиссий, критериев и процессов для ранкинга карты. Начинающему игроку чаще всего потребуются годы, чтобы стать так называемым ранкед-маппером. Это сравнимо с временем, которое необходимо для развития в игре до воспринимаемого уровня. Так или иначе, маппинг касается не большей доли игроков, а вот что касается большей доли игроков, желание увидеть карту на свою любимую музыку и поиграть ее. И мало кто может позволить себе потратить годы на обучение самому мастерству и уделять кучу часов самому искусству, поэтому в ход идут деньги. Встречаются даже случаи, когда клиент заказывает фарма-карту на ранг под свой скилл. Ну, очевидно, чтобы ее зафармить и поставить топ-скор, грубо говоря, за деньги. Вот так вот. Первые упоминания о картах на заказ приходятся на лето 2016 года. Пик популярности треугольного маппера Монстраты. В какой-то момент он еще даже замемил про мапперскую мафию. И даже по приколу открыл заявки на вступление. Следующая звезда маппинга — это Сатаркс. Занялся этим лишь летом 2018-го. Однако Сатаркс являлся БНом, то есть частью комиссии, которая одобряет карты на ранг. Появляется очевидный конфликт интересов, поэтому ОС-устав запретил делать карты на заказ действующим членам БН. Эфемералис очень негативно относится к картам на заказ. И иногда пытается дать пиздюлей тем, кто пытается абузить систему ранкинга карт, а именно мутные действия, которые, однако, правилами-то и не запрещаются. Например, если вы сделали карту и отдадите ее другому игроку, а он загрузит и ее ранкнет, то это затрагивает правила игры. Но никак не проверяется, если нет потерпевшего. Взятки БНом тоже никто не отменял. Но как за таким вообще можно уследить? А это и есть самое главное беспокойство по поводу карт на заказ. При наличии денег автор карты может отстегнуть процент БНу, который будет помогать ему продвигать заказ в ранке. Тогда мапперы без денег окажутся в невыгодном положении на соревновательном рынке ранкинга. И с тех пор эту тему особо не поднимали, да и не обсуждали. До тех пор, пока не появился находчивый русский маппер Дэнди, который известен за свою карту Sidetracker Day. Она же, кстати, является одной из самых фармильных карт за всю историю ОСУ. Решил собрать команду друзей и предлагать свой сервис с блэкджеком и гостмаппингом. Достаточно иронично, что мутный для ОСУ устава русский парень попал на радар Эфемералиса еще когда пошли слухи о том, что его та самая карта Sidetracker Day является залитой картой забаненного маппера Скорость. Сегодня попросили дать его комментарий по поводу его ассоциации к Mapping Commissions. По легенде, в 2018 году он смотрел смешные видео на ютубе о покупке услуг на сайте fiverr.com и решил попробовать опубликовать предложение делать карты для ОСУ. Нарисовал баннеры, придумал разумный ценник, и уже через 2 дня пришло 4 заказа, и вскоре стало понятно, что этим можно реально заниматься. Изначально в команде было 4 маппера. В конце 2019 года Дэнди со своим партнером решил выйти на новый уровень. Создали сайт и Twitter. Twitter очень важная платформа для обсуждения в англоязычном ОСУ-комьюнити. И после пары ретвитов началась активная дискуссия нового прецедента. Тогда же и обрушился первый хейт на Дэнди после объявления услуги о гостмаппинге. Это услуга передачи вам права на карту. То есть вы получаете архив с картой, загружаете ее на свой аккаунт и хвастаетесь перед друзьями. А если вы покупаете и ранкинг, только задумайтесь, что вы не просто покупаете карту, сделанную за вас, ранкнутую. Это сделанная за вас карта и ранкнутая и от вашего имени. Если я правильно понимаю, то маппер будет применять моды за вас и говорить вам, как отвечать на моды и как связываться с бэнами. Учитывая, что ранкают карты малый процент мапперов, иметь ранкнутые карты в широкой публике престижно. Может и мне парочку заказать? Шутка. Изначально у Дэнди был сайт, где можно было почитать о миссии и посмотреть расценку. Впоследствии Пеппи написал Дэнди и попросил прекратить использовать слово ОСУ в том виде, который мог бы привести к тому, что незнающие люди предположат его причастность к руководству. Сейчас активно ведется Twitter, в котором выкладываются примеры работ с согласия заказчика, а перечень услуг описан в Google документе. Популярный аргумент против заработка на картах состоит в том, что эти деньги наживаются на труде исполнителей музыки, которых чуть ли не обдирают, когда распространяют их MP3 файлы в ОСУ. Вскоре на форумах появилось предложение требовать наличия разрешения на использование музыки и фона для продвижения карты в ранкед, сделанной за деньги, и санкционировать бэнов за нарушение этого правила. Там есть интересная цитата.
Что если бы ранкнет карту, не зная того, что она была заказной? Ничего страшного, команда OSU вас не обидит, уверяет автор предложения. Он ручается за структуру, которая никакого отношения не имеет и не знает, как она устроена изнутри. Я лично не завидую тем BN, которые могут оказаться в такой ситуации, потому что кик из команды BN от Фемералиса за нарушение этики не редкость, как и неверные баны за читы. Чего, по моему мнению, не хватает в этом предложении, как правильно подметил Монстрата, того, что карта, которая была сделана на заказ, в процессе ранкинга должна явно указывать эту информацию. Это была бы некая отсылка к американскому закону, который обязывает видеоблогеров явно сообщать о том, что видео было проспонсировано. Я взял комментарий у битмап-номинатора Green Hero. Он утверждает, что заработок на чужом труде, то есть исполнителей, очень глупо и неуважительно по отношению к исполнителям. И продвижение таких карт втихую в ранкинг это просто немыслимо. Но он согласен признать комиссии в соответствии с правилами, высказанными в теме на форуме. По его мнению, OSU должна шифровать доступ к MP3 внутри папки с картой. Но ограничение контента для него не выход. Он согласен с тем, что невозможно регулировать гостмаппинг, но иногда можно спалить первую ранкнутую карту маппера по схожести паттернов, а виновных в гостмаппинге по новым правилам необходимо будет банить, чтобы они боялись связываться в это. Однако Greenhero в силу обстоятельств принял решение принципиально не номинировать карты всех русских мапперов, чем вызвал некоторые осуждения. Он также сослался на мнение Монстраты в тренде, которое вы можете видеть на экране. У Монстраты точка зрения заключается в том, что продажа комиссии в OSU не сильно отличается от продажи OSU саппорта, поэтому для решения легальных вопросов в OSU необходимо также пересмотреть способы заработка Пепи. Потенциальные 10% от случайных заказов на $50 никому не интересны, а для того, чтобы их получить, придется пойти в суд и потратить на юриста от $300 в час. А вот хостинг, на котором нелегально распространяется музыка под предлогом популяризации этой музыки, стоит привлечь к ответственности. Но вряд ли кто-то этим всерьез займется, разве что Sony, если им придет в голову, что с ними не поделились кусочком торта. По мнению Монстраты, имел бы смысл требовать документального подтверждения от автора БГшки и песни, что их творчество можно использовать с целью обогащения. Однако здесь тоже могут возникнуть трудности, потому что не все такие авторы документально закрепляют за собой права на свое творчество, например, Doujin Music. Это чем-то напоминает ситуацию, когда карта не может попасть в ловит из-за того, что ее маппер либо забанен, либо отошел от дел и не может дать свое согласие на ее попадание в эту категорию. Пеппи пытается решить вопрос о пиратстве системы Featured Artist, в которой он предлагает исполнителям деньги за лицензирование их музыки для использования в OSU. Поэтому он написал Дэнди с просьбой прекратить дезинформирующую деятельность. Он утверждает, что в программе Featured Artist предлагает исполнителям деньги за лицензирование их музыки для использования в OSU. А Дэнди извращает эту концепцию, предлагая исполнителям платить OSU деньги за то, чтобы их карты были замапаны. Действительно чувствуется подмена на противоположное. После удаления сайта Дэнди попытался кое-как оправдаться, и драма затихла на какое-то время. Дэнди также сообщил, что драма подняла интерес к его организации, что в принципе неудивительно, так как те, кто был против этого, они в принципе и не будут этим пользоваться, но в то же время не смогут помешать заинтересованным лицам, которые захотят воспользоваться данной услугой. Получается пиар, хоть и черный, но все равно пиар. Новый всплеск обсуждений произошел недавно после публикации письма, которое Дэнди массово рассылал небольшим независимым музыкантам, например, с платформы SoundCloud. В тексте Дэнди буквально предлагает рекламу их музыки через эту ритм-игру. Может показаться, что Дэнди обладает привилегированным положением в игре и предлагает официальный сервис. Тем более, что адресат OSU Commissions выглядит как официальная структура, воспринимается как мошенничество и попытка нажиться на исполнителях за счет репутации Пеппи. Хотя по факту нигде вранья-то и нет. Оказалось, что Дэнди не только предлагал осерам заказать карту, но он и предлагал исполнителям рекламу их музыки через карты в игре OSU. Проблема заключается в том, что репутация OSU среди исполнителей противоречивая. Понимаете, кто-то рад, что их музыку играют в OSU, но кто-то наоборот не рад тому, что их музыка незаконно распространяется. Насколько я знаю, в данный момент горячие продажи исполнителями не проводятся. До этого на тему сервиса Дэнди высказывались только те, кто имел собственное мнение по поводу OSU Commissions. Но после этого инцидента Дэнди стал настоящим русским бандитом нового времени. Его обвиняют в мошенничестве и уроне репутации игры.
Нам удалось также пообщаться еще с одним из действующих членов команды. Он утверждает, что даже не в курсе, кто там в его команде еще есть. Похоже, что вся коммуникация осуществляется только через Денди. И никакой маппер не может спалить всю контору. Он является центром мощного теневого бизнеса в ОСУ. Привет из 90-х. Давайте поговорим с вами немного о деньгах, ведь эта тема, наверное, интереснее всего для вас. Цены карт указаны в долларах США за секунду. Пример показан на $45. В стоимость входит присвоение карты, раньше оно стоило $10, ранкинг обойдется в еще 30. Заказ делается в течение пары дней, а ранг может занять месяцы. По информации о Денди было реализовано уже более 300 карт с начала работы Fiverr. По его оценкам, примерно 30% из них ранкнуты под именами заказчиков. Бэнами, которые не имели понятия, что ранкают комиссион. С другой стороны, вдруг кто-то из них был в доле, но мы этого никогда не узнаем. По словам Денди, каждый месяц приходит в среднем от 10 заказов. Факт в том, что в большинстве случаев невозможно отличить чужую работу от оригинала. У меня уже был видос на подобную тему про фармакарты, выше ссылка выскочит. Многие мапперы без труда ранкали карты со своих мультиаккаунтов. В русском ОСУ этим больше всего прославился самозабаненный маппер Slade, ныне известный как Schoolboy, который в свое время без проблем обращался напрямую к русским БНам с мультиаккаунтов, которые не знали, что разговаривают со старым знакомым. При необходимости пополнения состава команды, Денди сам обращается к мапперам, про которых подозревает, что они были бы и не против подзаработать на своем труде. Хотя бывали случаи, что и сами опытные мапперы писали ему по этому поводу. По мнению экспертов, существуют БНы и мапперы, которые сами были бы не против подзаработать. Так что не все в этой истории на стороне Пеппи. Но естественно, они нигде об этом не напишут из-за общего хейта. Многие мапперы трудятся ради сообщества, которое их не принимает и не признает. И тогда им хочется получать возмещение за свои труды, хотя бы денежные. Подытоживая, очевидно, что если на какую-то услугу есть спрос, то будет и предложение. Даже если представить строгие правила по поводу комиссионов, сама идея покупки карты в ОСУ без ранка актуальная, потому что кто-то может просто захотеть поиграть в ОСУ под любимый сонг. Однако я считаю, что многие будут все еще заинтересованы в ранкинге карты и поэтому будут готовы за это доплатить. Я, однако, удивился от масштаба коррупционной схемы гоустмаппинга. Это очень сильный прецедент, учитывая, что Денди не понес никакого официального наказания. Возможно ли, что больше мапперов начнут этим промышлять и будет настоящая конкуренция услуг? Это все-таки деньги. Поживем увидим, но я считаю, что если бы данная практика была официально разрешена, то нашлись бы десятки фрилансеров, которые не против были бы заработать на своем скилле. Мое же мнение на этот счет такое, что, во-первых, на данный момент это один из самых дешевых способов пропиарить свой продукт, в нашем случае музыка, на 1000 человек. Если вы знаете способы дешевле и продуктивнее, можете написать об этом в комментариях, очень интересно будет почитать. Во-вторых, мне кажется, что тема с рекламой музыки в ОСУ недостаточно раскрыта, а ведь история знает о многих случаях популяризации музыки через ОСУ. К примеру, Real No Title. Вдумайтесь, данная карта провисела 4 года в массплейде, а может даже и больше. Можете уточнить в комментариях. Также So Happy Song. Вот скажите, кто-то из вас хоть слышал об этом исполнителе до того, как появилась известная карта? И понимаете, что все эти случаи происходили непреднамеренно. Что же касается самой ситуации, тут все довольно-таки неоднозначно. Во-первых, Пеппи реально прав, потому что он платит свои деньги в проект Future Artist и пытается сделать в ОСУ все лицензионно и законно. С другой стороны, некоторые люди нуждаются в деньгах. И почему бы не заработать на том, что ты умеешь лучше всего в своей жизни? И один из ярких примеров это Miss Magius, он же Blue Dragon, который официально в Твиттере заявил, что будет заниматься комиссиями, потому что в его городе ему зарабатывать больше нечем. И будьте уверены, что такое может происходить со многими. Поэтому мы вас просим отнестись с пониманием. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком. Если вы хотите поддержать канал как-то материально, вы можете подписаться на канал платно. Подписка стоит всего 25 рублей. Увидимся с вами в следующем видео. Всем всего хорошего и сайонара.